Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Тема сегодняшнего расклада. Крыса в лабиринте. Кто подгрызает твои опоры, пока ты строишь планы? Вы чувствуете, что в последнее время все дается в 3 раза тяжелее? Тяжелее, чем обычно. Будто вы идете вверх, а кто-то невидимый постоянно подрезает ступеньки прямо под вашими ногами. Прямо сейчас против вас идет работа. Это не шторм и не открытая война. Это тихая диверсия. В вашем ближайшем окружении завелась крыса, которая методично подгрызает ваши опоры. Пока вы увлечены строительством своего будущего. Она хочет, чтобы вы упали, не понимая, кто вас толкнул. В финале я назову конкретную примету этого человека. Знак, может быть, какие-то слова, по которым вы вычислите эту крысу уже в ближайшее время. Итак, для начала я делаю вашу сигнификацию. Если срезонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Сочетание карт. Нежность, солнышко, мораль, одиночка, разбитое сердце, транжира. Свинью подложили. Подарок такой. Так, давайте считать. Само по себе очень нежное, ласковое. Нуждаетесь в этом же. Хотели бы очень прозрачных, искренних взаимоотношений. Может быть, взаимоотношений, скорее всего, в паре, да, с мужчиной. Какие-то такие нежные чувства вам бы хотелось и испытывать, и получать их, да, как в 15 лет, да, первая влюбленность, искренность, вот такое что-то, не испорченное что-то. При этом где-то вас видят даже как большим ребенком, может отчасти потому, что какая-то наивность сохраняется, да, у вас. Видят вас человеком, который может радоваться жизни. Тут большой ребенок. Может, сохранили в себе это ощущение. Радуйтесь мелочам, кайфуете, умнички. По карте мораль. Человек с открытым сердцем, открытые ладони. Для вас было бы здорово, если бы ваше окружение выстраивало с вами отношения, ну, так, с открытыми ладонями, опять-таки, без тайн, каких-то недоговоренностей, без всяких там многоходовочек, манипуляций. Вы сами предпочитаете вот так вести дела. И хотелось бы очень, чтобы окружение вам отвечало тем же. Но по следующей карте, карта одиночки, мне эта карта говорит о том, что вам самой собой комфортней. Может быть, не так много в вашем окружении, а скорее всего единицы людей, которые точно так же ведут дела, строят там то ли карьеру, опять-таки коммуникации выстраивают. Скорее всего, проблемка, да, мало таких же. У кого-то это уже разбитые мечты, разбитые ожидания, опыт уже накопленный, болезненный, это разбитое сердечко. То есть где-то какое-то время, может, пытались вот так вот, да, себя, не знаю, как вам сказать, себя вести, да, с окружением. Пытались, может быть, найти единомышленников, но, судя по этому разбитому сердечку, как-то что-то не сложилось. При этом показано длительное время, вполне возможно, тут карта транжира, свои ресурсы, шансы, возможности, свое время, у кого-то прям деньги, могли вкладывать, раздавать безбожно, пытаясь прийти на помощь, проявить взаимовыручку, да, ну, вполне возможно, когда вы стали нуждаться в чьей-либо помощи, элементарно, да, поддержка, да, даже не обязательно материальная, на словах, то тут как свинью подложили. Такое какое-то одностороннее движение я вижу. Вы искренне считали, что по-другому я не могу, я только так готова и хочу проявляться. А столкнулись с какой-то обраточкой такой, как будто бы вы всем должны, а вам мало кто. Что должен?
это единицы тех людей, которые отвечают вам такой же взаимностью. Отчасти как сами себе эту свинью подложили. Думаю, это для вас сейчас урок, и вы, скорее всего, делаете сейчас более осознанные какие-то шаги в сторону любых сближений, там, да, близкие, родные. В принципе, наверное, не очень вы сейчас стремитесь с кем-либо сближаться, особенно если это какое-то новое окружение, выборочно, внимательно присматривайтесь к людям. Карта одиночки об этом. Вам то самой собой неплохо. Слишком болезненно разочарование, да? Не хотите повтора этого разочарования. Так, о чем еще эта свинья? Вторжение. И не могу сказать, что вы тут свое сердечко закрыли, да, но вы скорее, вы говорите, я скучаю по ценность. Ценность Скоробей — это не просто материальные ценности, да, а духовные качества, духовные ценности. Вы говорите, как мало людей, с которыми действительно, может быть, даже вам интересно, от которых, может, позитив какой-то исходит, которые готовы делиться этим позитивом, и после общения с которым приятно на сердце, тепло. Но большинство, к сожалению, те, которые, ну, скажем так, вас напрягают они. Так, собираем карты. Вот такая у вас получилась сигнификация у вас. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, расклад. Крыса в лабиринте. Первая карта у нас твоя главная опора. На чем сейчас держится твой успех? Следующее, где идет подкоп, в какую сферу направлен основной вред. Суть вреда. Что именно пытается человек вам испортить? Ваш авторитет, ваши финансы или ваше душевное равновесие, да? Третье у нас портрет вредителя. Ну, скорее всего, надо первым его открывать. Портрет вредителя. Кто или что разрушает вашу жизнь? Может, кто? Коллега, заботливая подруга или ваш собственный внутренний саботажник. Тоже такое может быть. Нет хуже врага, чем мы сами себе можем иногда причинить, да, вред нашими страхами, бездействием, саботажем, да. Так, теперь скрытая мотивация. Зачем? Зачем ему это нужно? Зависть, месть или страх? И как укрепить ваш фундамент? Что сделать, чтобы стать неуязвимой для этих диверсий? Так, ваша главная опора. На чем сейчас держится ваш успех? Где ведет подкоп? Какая сфера? Куда направлен основной вред? Портрет вредителя. Кто он? Что разрушает вашу жизнь? Следующее. Скрытая мотивация. Зачем человеку это нужно? Зависть, месть или страх? И как укрепить фундамент? Что сделать, чтобы стать неуязвимой для диверсий? Я обещала вам конкретную примету этого человека. Знак, по которому вы его можете вычислить. У меня прям вот карта подклад перевернулась. И пусть остается. Может быть, человек вам что-то принесет, оставит у вас. Это может быть дома у вас, это может быть на рабочем вашем месте. Какой-то подарок или типа пусть полежит пока передать. Или вы даже можете с поличным человека словить, что что-то человек пытается на вашем, там, допустим, рабочем месте или вашем компьютере, или там пытается что-то там искать, или
правда захочет тут больше не взять у вас, а положить вам, подложить. И тут карта Вольт, смотрите, эта карта тоже из магически прям переворачивается. Это человек пытаться вами манипулировать, а может быть взять у вас даже что-то как часть вас. Ну, для своих каких-то не очень хороших делишек. Так, давайте посмотрим. Еще хочу вытянуть. Конкретная примета в конце назову. Знак, по которому вы вычислите этого товарища. Вот так вот. Все. Первое. Нет, давайте, наверное. Первое у нас идет ваша главная опора. На чем сейчас держится ваш успех? Как видят высшие силы? Так. Тут у вас на самом деле могут быть, ну, мы и смотрим, да, не очень в такие времена, период какой-то тяжелый. Первая карта, она сродни повешенному, утопленник. То есть, может быть, депрессивное состояние, может, объективно накопилось сколько всего. Все вместе, да, по разным там фронтам, и все вместе совпадает, как период какой-то. Тут карта диссонанс, и тут карта еще какого-то сестринства. Может быть, женский какой-то коллектив. О чем это? На чем сейчас держится ваш успех? Мне показано, вы, как бы вам не было тяжело, может быть, даже в каком-то коллективе вы находитесь, и опять-таки в этом коллективе разные взаимоотношения могут быть, и в отношении вас тоже тут по-разному могут люди к вам относиться. Но вы стараетесь быть справедливо, и тут диссонанс, как бы вам хреново не было, вы стараетесь эти свои негативные настроения, все эти беды не перекладывать на плечи других, окружающих. Опять-таки, держите себя в руках. И показано, на чем сейчас держится. Тут карта молитва. Вы верите в лучшее, вы верите в справедливость, может быть, всемирную справедливость. У кого-то это в поддержку высших сил. Карта клевер в то, что, может быть, шансы будут еще на лучшее. Опять-таки, шансы тут даже выстроить с кем-то нормальные взаимоотношения. Все-таки пытаетесь достучаться до людей, найти те самые точки соприкосновения. Карта время. Кто-то надеется, и правда, что через время все наладится, все придет, может быть, станет на круги своя, вернется, да. Так, на чем сейчас держится ваш успех? Шансы, которые вам дают, всем они даются, вы стараетесь их брать. Может быть, даже молитесь о том, чтобы эти шансы приходили в вашу жизнь, и вы их увидели, распознали. Вот как-то так. И более того, тут идет как будто такая внутренняя работа у вас. Вы понимаете, этот период тяжелый, он пройдет. Может, к этому времени время пройдет, опять-таки, и вы уже другая, может, более осознанная. Будете дальше по жизни какие-то клевер. Новые шансы вам будут предоставляться. Вы их рассмотрите, вы их возьмете, и вы их уже не упустите. У кого-то прям так идет. Тут, в общем, какой-то подход такой философский к жизни. И уже понимание того, что действительно эти шансы в жизни не бесконечны. Да? Как будто вы, может, раньше разбрасывались этими шансами, возможностями, а сейчас понимаете, что нужно вовремя распознать нужный шанс, да, и им воспользоваться. Не упустить, именно свой шанс не упустить. Так, хотела спросить, кто или что разрушает вашу жизнь сейчас? Вот. Ох, мамочки, что это? Какой-то жадина павлин фатальный, который в вашу жизнь влетел. Так, игра, работа, отшельник. Кто это? У кого-то это на работе. Человек какой-то, который... Так, о чем это? О чем это вообще? Карта игра, работа, отшельник.
как будто бы две линии, девочки. С одной стороны, на работе кто-то может играть свои игры, при этом может показывать, да, мы с тобой на одной волне, там, да, родные люди, чуть ли не. На самом деле, по карте отшельник, у каждого свой путь, у каждого свое там видение этих взаимоотношений. Другими словами, вас просто могут использовать, какие-то игры вас втягивать. Это рабочие взаимоотношения у кого-то. А у кого-то первая тут линия вредитель, кто? Какой-то мужчина, ну тут скорее всего по карте павлин, самовлюбленный, который знает себе цену, который привык свои достоинства распиаривать, преподносить, камуфлируя недостатки, которые есть у каждого из нас. И повторюсь, вот именно с этой картой павлин мы влюбляемся в вот этот образ, да, а потом в один прекрасный момент мы видим не фасад, да, а человек поворачивается тыльной стороной, назовем это так, да. И этот тыл, он ужасен. Там какие-то скрытые, может быть, поступки, шлейф из этих каких-то не очень красивых историй. Мотивы его поступков также могут нам внушать, да, не знаю, кому-то даже ужас, да, понимаешь, насколько я обманулась в этом человеке. Человек, который не дает вам, тут карта жадины, все при себе держит, не дает вам то, о чем вы там, может, мечтали в отношениях с ним. Любви, нежности, заботы, ну, у кого-то признания, может быть, у кого-то, ну, не знаю, чего вы тут хотите. Вы намечтали, может, какого-то формата взаимоотношений. Он все держит при себе, для себя любимого. Этот человек в вашей жизни тут фатально. Это человек, который поменял ход вашей жизни, да, ваш сценарий. После взаимодействия с ним вы уже не остались прежней, да. Есть люди, которые приходят в нашу жизнь, проходят, да, как сквозняки, там, не меняют ни нас, ни наше мировоззрение. Этот человек поменял вас очень сильно. Не буду говорить в хорошую, в плохую. Тут, скорее всего, кармические партнеры. Вы, скорее всего, друг для друга такими являетесь. Он пришел в вашу жизнь для того, чтобы вы изменились. По факту, где-то в конечном результате, да, стали лучшей версией самой себя. Вот, ну, на данный почему-то момент это показано его как портрет вредителя. Он разрушает вашу жизнь почему-то. Может быть, вы надеетесь все-таки, да, или какие-то претензии внутри вас, какая-то обида еще накоплена. Он не дал вам то, на что вы надеялись. Может быть, вы в свое время много сил, энергии вкладывали в эти взаимоотношения, построение этих отношений, надежды какие-то питали. А в ответ нифига, да? В ответ вообще не получили желаемого. У кого-то так, вот оно внутри сидит и все. Это какая-то невысказанная обида, не проплаканные эти, невыплаканные слезки. Не отпустили. У кого-то, еще раз повторюсь, идет вторая линия, это игра на работе какая-то в отношениях вас. Человек, который привык использовать всех, может и вас пытается как разменную монету использовать. Так, давайте смотрим, в какую сферу направлен основной вред. Вот это интересно. В какую сферу он направлен у вас? Ну вот у меня вышла карта безденежья, да? Ну, где мы деньги зарабатываем? Деньги на работе, тут рабочие взаимоотношения, а тут карта ссора, какая-то поездка, уже не знаю, ссора, поездка, безденежье. Ну, вполне возможно, человек, который мы смотрели на работе, там плетет какие-то интриги, да, сам по себе отшельник, да, у нас там вышло, он не глупый, ну, свои цели преследует и вас пытается вовлечь. При этом, ну, так, на работе. Сфера. Может человек, как знаете, как склоки, ссоры, тут карта ссоры, провоцирует, постоянно какие-то там провокации устраивает. При этом себя-то понятно он не обделит, карта безденежья. Скорее всего, может использовать вас, ваш ресурс, да, вас вовлечь во что-то. Но опять-таки вы, может быть, пообещать вам какие-то бонусы, да, но по факту вы шиш с маком получите, да, безденежье. Ну, тут как-то так.
вплоть до того, что вы можете даже потерять какие-то ресурсы свои, у кого-то возможности даже на работе можете потерять. Почему-то так тут идет. Тут непонятно, честно говоря. Основная сфера вашего заработка, и человек хотел бы, чтобы вот тут рассорить вас с кем-то. Может быть, у вас там, я не знаю, у кого-то есть, у кого-то покровители, да, назовем это так, у кого-то это люди, которые, ну, может быть, начальство, которое там может в принципе вам то ли протекцию какую-то составить, то ли, ну, тут даже не обязательно, тут в принципе с которыми вы в хороших взаимоотношениях. И человек хотел бы вас рассорить с этими, может быть, людьми, да, дабы у вас не было вот этого вот так называемого, да, покровительства, не было нормальных взаимоотношений. Вот тут вот так тоже. То есть, как вариант, может быть, человек провокации какие-то устраивает, стравливая вас с, ну, опять-таки, у кого-то это начальство, у кого-то это ваши коллеги по работе. Там словечко, тут словечко, вам, кому-то еще, и тем самым вас, приводя вас к ссоре. При этом в тени остается, так, не перегибает палку. Угу. Так, какая сфера еще направлена? Вот этот ресурс, где эта крыса хотела бы вред нанести. Так, тут у нас идет дьявол. Дьявол рядом мораль и карта одиночки. Ой, о чем это? Если это первое считывать как взаимоотношения с мужчиной, да, где до конца еще этот дьявол не отпустил, у кого-то зависимость, созависимые отношения, у кого-то это страсть, которая где-то еще там бурлит, иногда напоминает. То тут можно это, как это можно прочесть? Карта мораль, дьявол. Знаете, допустим, у вас свой путь, своя дорога, да, и вы, может быть, бы шли этим путем, и, может быть, сфокусировались бы кто-то на достижениях, кто-то на раскрытии этого потенциала своего, у кого-то мужчина в принципе в перспективе где-то есть, который мог бы составить вам хорошую партию во всех смыслах, да, стать вашей половинкой. Но вы, скорее всего, как отвлекаетесь от этого пути на вот эти вот какие-то страсти, может быть, надежды ложные. При этом, девочки, одиночество остается. То есть это всего лишь на уровне каких-то мечт, фантазий. Это всего лишь как отголоски чего-то. А реальность тут одиночество. То есть, подвисая где-то, погружаясь в это в прошлое, связанная, ну, любовная история какая-то. Другими словами, вы не даете себе шансы на прекрасное будущее и настоящее. Ну, все тут банально. Так, дальше, следующее. У нас идет скрытая мотивация. Зачем нужно это человеку? Зависть, месть или страх? Ну, давайте смотреть. Ну, вот у нас как идет первая линия. Страсть, да, вот вышла темперамент, страсть, токсично и луна, еще зависимость. Понятно, все ясно. А сюда мы смотрим, сюда мы рабочие взаимоотношения, скорее всего, с какой-то женщиной, которая пытается стравливать вас с кем-то. Ну, тут зачем нужно вот мужчине? Зависть, месть или страх, скрытая мотивация. Ну, тут карта Луна. Это зависимость, созависимые отношения, темперамент, токсично. Ну, скорее всего, вы до конца не можете этого мужчину из своего сердца выгнать, да, а он заинтересован в том, чтобы вы были как скрытый какой-то ресурс, может быть, запасной вариант, может быть, элементарно как подпитка какая-то. Его эго, его, ну, знаете, человеку очень приятно осознавать, что кто-то о нем думает, о нем мечтает, да. Даже если он и не собирается никак вам проявляться, это опять-таки самолюбие его тешит, где-то дает ему ощущение: ого-го, я такой мачо, я такой суперовский. Ну а для вас это ничем хорошим и не заканчивается, и не продолжается. Тут токсично. Тут токсичная какая-то даже не любовь, это страсть, это зависимость, это по луне, это созависимые отношения, тяжелые.
мутные, непонятные, ни к чему толком не ведущие, никакой определенности. То есть скрытый мотив для этого человека держать все вот в таком состоянии, в котором оно и есть. Он никаких ресурсов вам не дает, при этом вы как привязаны, подвязаны. Неопределенность хуже всего для психики. Так, тут скрытая мотивация, зачем нужно это вот женщине какой-то на работе у вас, да, если рабочий треугольник, в данном случае это влияние третьих лиц. То есть человек в тени находится и пытается, повторюсь, вас с кем-то рассорить, где-то, может быть, очернить вас, при этом вызвать разочарование, карта разочарования, и в вас разочарование может быть в ком-то, и также кому-то про вас рассказать какие-то гадости, дабы люди разочаровались в вас. Тут такое тоже может. Ну и тут прям написано зависть. Почему? Скрытая мотивация. Почему человек это творит? Зависть. Ему человек завидует, эта женщина, всему, что есть в вашей жизни. Может быть, в данный момент она заинтересована в том, чтобы подбить опять-таки эту опору у вас из-под ног, дабы вы так себя уверенно не чувствовали. Так, давайте следующее. Как укрепить фундамент? Какие эротические дали их всех послать, да? Как укрепить фундамент ваш? Что сделать, чтобы стать неуязвимой для этих диверсий? Так, тут интересно. Черная кошечка, белая ворона и разбитое сердце. А тут карты грязь, болезнь и карма. Ух ты, ух ты. Ну, давайте начнем с этого. Тут мне как-то попроще будет. Грязь, болезнь, карма. Скорее всего, вам говорят не вовлекаться в эти все провокации, да, на работе, которые, не опускаться до уровня вот этой грязи. Может быть, даже если вас прямым текстом будут как-то там склонять, вовлекать во что-то, может быть, уходить максимально из этих каких-то выяснений, объяснений, говорить, меня это не интересует, я предпочту там жить своей жизнью, я не хочу не вовлекаться ни в какие провокации, другими словами, да. Я не хочу в этом всем разбираться, кто прав, кто виноват, вот как-то так. У меня от этого голова болит, да, карта болезнь. Как будто бы, знаете, тут, другими словами, вам говорят, как укрепить. Другими словами, да, вам говорят, что эти люди, которые вот допускаются до этой грязи, до этих каких-то манипуляций, они сами себе роют яму, карма. Тут накроет их по полной. Тут сами себе, да, в прямом смысле, яму роют. И вам не нужно прикладывать усилия для того, чтобы их туда подтолкнуть. Они сами вываливаются в этой грязи и потом сами будут вылазить из этих ям. Вот тут как-то так. То есть неуязвимой, просто не вестись на провокации, просто максимально уходить от этих каких-то попыток вас это во все вовлечь. Там сказать, у меня другие планы, у меня там сейчас голова другим занята, я не хочу на это обращать внимание. Меня это не касается. Даже если бы это вас каким-то боком касается, сказать, я не готова это обсуждать. Все, что-нибудь такое. Так, или, в принципе, говорить, я не хочу свое время драгоценное и свое здоровье, вот тут тоже можете сказать. У меня не так много, к сожалению, этого здоровья для того, чтобы я его тратила на эти какие-то игры, закулисные выяснения отношений. Мне это не интересно. Вот, как-то так. Так, тут как укрепить фундамент, что сделать, да, чтобы стать неуязвимой для диверсий. Так. Черная кошечка, белая ворона, разбитое сердце. Черная кошка. Ну тут как будто бы для начала осознать, что вы абсолютно разные с этим человеком. И ваше видение может быть в какой-то момент, что вы там одно целое, да, может быть близнецовые пламена, одна душа на двоих, еще что-нибудь. Тут это как будто бы неправда. Вы разные абсолютно. Черная кошечка — это постоянно какие-то человек пытается держать вас в каком-то, опять-таки, неведении, какие-то недоговоренности, тайны. И это не дает вам уверенности в завтрашнем дне и вообще, в принципе, никакого позитива. Это только разбивает вам сердце.
Вам нужно для начала осознать, что вы тут у меня идете по белой вороне, и, соответственно, вам нужен совершенно другой мужчина. Мужчина, который будет вот вас такую любить, принимать, понимать, разделять вашу точку зрения, как будто бы вы из разных миров. Что, в связи с этим, вот, что нужно сделать? Не подпускать этого мужчину к себе и не позволять ему влиять на вас. Осознать, что ваш выбор и ваш путь, он совершенно другой. И может быть даже в связи с тем, что вы белая, а тут ворона, а тут карта разбитое сердце, тоже осознать, что этот опыт, он для чего-то был нужен. Может быть для того, чтобы сейчас вы научились различать людей. Да. Для вас, может быть, теперь станет более ясно и понятно, какой типаж мужчин вам подходит. Да, может, построение дальнейших взаимоотношений каких-то прочных, гармоничных, прекрасных. Другими словами, тут как будто бы понимать, что это мужчина, он совершенно не тот объект вожделения, который вы себе нарисовали. Да? У этого мужчины очень много тайн. И тайны, в первую очередь, которые несовместимы с вами, с вашим мировоззрением. Так, давайте теперь посмотрим. Последнее, что я обещала. Конкретная примета человека, знак, по которому вы вычислите его уже, да, в ближайшее время. Тут я уже озвучила, вот эта карта выскочила подклад. То есть это может быть, если рабочие какие-то взаимоотношения, повторюсь, человек может на вашем рабочем месте пытаться вам что-то передать, отдать, положить, подложить, подклад, опять-таки, также одолжить у вас, да, может пытаться. Так, тут напрямых. Вот смотрите, прям карта ритуал у меня выскочила. Карта ритуал. Человек как будто будет проводить какой-то ритуал. Карта предупреждения. Карта смерти. Это о чем? О трансформации. Может быть, так, как вы его узнаете, этого человека? Почему вы его узнаете? Первое, это я уже озвучила. Потом, он может вас как будто бы о чем-то предупреждать, типа о каких-то изменениях в вашей жизни. При этом вы можете быть в роли добродетеля даже, да, таком выходить. Смерть это не в страшном каком-то понимании, а в смысле трансформации. Вот этот человек в ближайшее время может появиться там рядом с вами и рассказывать о том, что вот нас ждут там какие-то перетрубации в нашем, допустим, коллективе, в нашем, там, тут уж не знаю, где, не знаю, обществе, тут какие-то изменения, предупреждение о переменах, вот такой вот, как будто бы он эту весть, новость будет вам передавать. И при этом, опять-таки, из состояния как бы заботы, да, вот вы его типа должны как благодетеля еще воспринять за то, что он вам об этом сообщает. Все, девочки, такой расклад сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.